Девушка по имени Саша жила в одной маленькой деревне, где все знали друг друга. Она была красивой и доброй девушкой, которая всегда улыбалась и помогала нуждающимся. После окончания школы она вышла замуж за Сергея, молодого и обаятельного парня из соседней деревни. Первые 2 года совместной жизни Саши и Сергея были просто прекрасными. Они вместе смеялись, путешествовали, строили планы на будущее. Но все изменилось после рождения их первого ребенка. Сергей, постепенно оставаясь без работы, начал погружаться во всевозможные проблемы. Он становился все более агрессивным и нервным, а Саша стала жертвой его гнева. Он начал бить ее, ругаться и обвинять в неверности. Однажды он даже настоял на том, что дети не от него, что они не его кровь и не его ответственность. Саша испытывала страшный страх перед Сергеем, но она не могла найти в себе силы уйти от него. Она верила, что он вернется к тому, каким был раньше, и семья снова станет счастливой. Но время шло, и Сергей все больше и больше терял связь с реальностью. Однажды, когда дети уже стали подростками, Сергей перешел все границы. Он закрыл Сашу в сарае, забрав с собой детей, и утащил их в лес. Его план был покончить с их жизнями и совершить самоубийство. Но на подходе к лесу появилась ворона. Она каркала громко, словно зовя на помощь. Это привлекло внимание людей, которые находились недалеко оттуда. Они услышали крики Саши и поняли, что что-то ужасное происходит. Быстрыми шагами они приближались к месту, где Сергей собирался сделать нечто ужасное. Ворона продолжала каркать, отталкивая отца от детей, несмотря на его попытки отбить ее. Люди быстро поняли, что им нужно спешить, чтобы спасти детей. Вскоре они оказались рядом со Сергеем, который уже был полностью лишен рассудка. Он держал нож, готовясь совершить ужасный поступок, но люди смогли его обезоружить и освободить детей. Саша, освобожденная из сарая, пала на колени и заплакала от облегчения. Сергея арестовали, и его отправили в психиатрическую больницу, где он должен был получить помощь. Саша и дети нашли поддержку и защиту у людей из деревни, которые с радостью приняли их в свои семьи. Постепенно Саша начала восстанавливаться от травм, которые были ей нанесены. Она стала сильнее и решительнее, понимая, что нужно делать все возможное, чтобы защитить себя и своих детей. Она начала учиться на психолога, чтобы помочь другим женщинам, которые попадают в подобные ситуации. Саша и ее дети нашли новую семью в лице людей из деревни. Они стали совсем как настоящие родные, которые всегда поддерживали и любили их. Саша больше не боялась будущего, она знала, что у нее есть люди, которые всегда будут рядом. И она обещала себе, что никогда не позволит никому повторить свою судьбу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.